я добрался до Бирмы. Я вообще сам себе не верил, на самом деле, что у меня это получится. Просто у меня визаран, короче, был, ну, должен был состояться с Бали, и я такой думаю, ну, может быть, вылететь, как всегда, одним днем куда-нибудь в Куалу, там, потом такой, нет, нет, и такой, что-то, короче, подумал про Бирму. Бирма первым, на самом деле, моментом, как только я вышел с аэропорта, показалась мне очень умиротворенной. Вот состояние такое какое-то, такое, в какой-то вакуумности такое состояние. Состояние испытываю, когда приезжаешь в какую-то страну и там тотально погружаешься в нее и не видишь никаких белых таких же нормальных, как ты, короче. Я вот здесь сейчас такое ощущаю. Уникальность. Я раньше такое ощущал, когда путешествовал там по Индии, тоже встречалось, частично встречал белых людей, и создавалось такое ощущение заинтересованности, как культура живет, какие у них потоки, скорость. Такое, залетаешь вообще в иной мир. Вот, у меня сейчас такое состояние заинтересованности. Я уже давно не испытывал, как у них тут, как они себя ведут. Я вот я сейчас прям изучаю. Я в детстве помню такое состояние, да. Супер как-то спокойно, короче. И вот сейчас мы ехали до отельчика. Как будто я в каких-то 80-х нахожусь. Это нечто на самом деле. И они сами какие-то такие, они ходят в саронгах, то есть такой стайл 80-й. И, ну, что-то похоже на Индию на самом деле. Я уже здесь второй раз в Бирме. И какая-то такая, да, индусская атмосферка здесь существует. Да, я хочу заметить еще, что вот воздух очень чистый. Несмотря на то, что я прилетел в Янгонг, это провинция. Может быть, я за городом нахожусь, но достаточно прям приятно здесь дышать, находиться так просторно, прям, да, прикольно. Итак, прилетев в Бирму, первым делом я помчался в Швидагон. Это древний буддийский храм, считается одной из старейших буддийских святынь в мире. Ее возраст оценивается примерно в 2500 лет, что делает ее старейшей строительной конструкцией в Мьянме. Она была построена в период правления индийского царя Ашоки в 3 веке до нашей эры. Высота Швидагона достигает около 99 метров. Одна из наиболее выдающихся характеристик – это золотая отделка пагоды. Весь храм покрыт золотом, предоставляя ему блеск и сияние, особенно в солнечные дни или при подсветке вечером. Пагода украшена множеством драгоценных камней и драгоценных металлов. Сюда также включаются большие бриллианты и другие драгоценности, предлагаемые поклонниками и посетителями в течение веков. Внутри пагоды хранятся священные реликвии, связанные с Гаутамой Буддой. Среди них находится волос Будды, отпечаток стопы Будды. Швидагон является важным центром буддийского культа и паломничества. Это место, где собираются поклонники, чтобы молиться, медитировать и проводить религиозные церемонии. Вот, например, как один из таких медитаторов, которого я встретил. Он живет при монастыре уже вот как 15 лет и медитирует тут же. About 15 years.
And every day? How Every many? day, every day I'm coming in here to the worship to pray to the meditation. Okay, you meditate. Meditation. I live in a monastery, Where? just near to the reclining Buddha, Okay. Lion Buddha, Buddha image, Lion Buddha. Okay. We are called is a Chowtaji Pagoda. Okay. And how many time you meditating? How many times? 24 hours is a about 6 hour meditation. 6 hours. 6 hour. 1 hour sitting meditation, 1 hour walking meditation Every day. every day. You practice like vipassana meditation or what? No, my teacher is a man. Monk. Man. What kind of meditation? What time meditation? Early in the morning. What kind? What you do in meditation? Meditation is a body pressure. And mind and body is a very good. You observing the breath or what you do? Yeah, breathe. Sometimes breathe. According to the breathe. Counting. We'll see to the Buddha footprint. That's Следы стоп Будды часто рассматриваются как священные объекты и символизируют присутствие Будды, даже после его ухода из этого мира. Это создает духовную связь для буддистов. Каждый след стопы уникален и, согласно легендам, содержит символы и марки, связанные с жизнью и учениями Будды. Например, лотосовый цветок, колесо Дхармы и другие символы могут быть изображены на следе. Буддисты приходят к следам стоп Будды, чтобы молиться, медитировать и выражать свою преданность. Эти места становятся центрами паломничества и привлекают поклонников со всего мира. that's for 3 times to worship the prayer. After finish there, my head. Это Lucky Stone. This is Sakyamuni Buddha, Majesty crown, Majesty image possessing the crown, Sakyamuni Buddha. У них тут такое божество. What is the name? Oga, Ога. universal godmother, God? godmother, Godmother. mother. Ему поклоняются этому божеству для бизнеса, для здоровья, for the health, for business, for what For else? business of the family and for the healthy. Healthy. Да, но подвох в том, что здесь жертвуют разными бананами, кокосом, но также и сигаретами. Просто вот тут такие сигареты. Наверное, человек-бизнесмен, и она в том же числе, эта богиня, много курит, потому что много работает. Золотой кокосик. Я действительно здесь ощущаю вот эту атмосферу, как когда я на ретритах, на випассанах, такое состояние умиротворения и какого-то такого знания вокруг этого всего. Я даже подходил к людям, которые молятся, и понимаю, что они читают священные текста, они поддерживают в себе вот эту чистоту через знания. Учения Шакьямуни Будды включают в себя 4 благородные истины о существовании, отсутствие истинного «я» и пути освобождения от страдания. Его учения сосредоточены на пути к просветлению и ухода от круговорота перерождений. Бодхи дерева стало известным благодаря событию, когда Гаутама Будда достиг просветления под подобным деревом Бодхая, современной Гая, Индия. Это событие известно как Бодхи Джаянта, или как просветленный зашел под Бодхи деревом, считается ключевым моментом в истории буддизма. Дерево Бодхи является символом просветления в буддийской традиции. Ветви и листья этого дерева часто изображаются в искусстве и на буддийских изображениях. Вышел в растворение, в ниббану, вот под таким деревом.
တိအထာကောအပရနိဝဒဘဂဝရတနိဣမဂရမတိသတ္တရာဘေကဝသမတံအနုသရမနနသုကံအာကန္တုအရာတိဝနေတဝနာကေတဝါဣန္ဒြိယနိရကနာနိပန္နိတာနိ This man, left side and right side, eyes is a gong eyes. Okay. Mm-hmm. Goat eyes, gong eye. Goat eyes, gong eye. If you want to come in here, worship the prayer. Namo tata bhagavato arahato namo tata namo tata bhagavato arahato namo tata namo tata bhagavato arahato namo tata Buddhanta nangisami dhammanta nangisami tanganta nangisami Dutiyami Buddhanta nangisami Dutiyami dhammanta nangisami Dutiyami tanganta nangisami Tatiyami Buddhanta nangisami Tatiyami dhammanta nangisami Tatiyami tanganta nangisami Om Isatra Brahmandava Ahantava Tadiva Shivya Sadhu Sadhu Sadhu. Why he has this eyes? If you want to problem, you are coming here to the dust to the eye. Why you need these eyes especially? Right? Собственно, у него глаз коровы и глаз козы. Для того, чтобы он пришел на маркет, как мне объяснили, и вставил себе эти глаза, чтобы видеть больше. Он арахант, просветленный. Араханты в буддийской традиции — это те, кто достиг высокого уровня просветления и освобождения от круговорота перерождений. Они считаются высшими духовными личностями в буддизме. Вокруг, собственно, всего темпла существуют дни, corners, и в какой день, собственно, рождаешься, в понедельник, во вторник или в среду. Вот, у нас сейчас воскресенье, Sunday corner. Sunday corner, Sunday Buddha. The animal is a Garuda. У каждого дня есть свой Garuda бог. is a Indonesia Airline logo remark. Indonesia Airline logo remark. У каждого дня есть свое маленькое животное. В пагоде Швидагон существует особенное место, известное как Lucky Corner или Lucky Stone. Это область, где посетители практикуют ритуал, связанный с камнем, чтобы привлечь удачу и благополучие. Посетители обычно приносят цветы, благословляются, затем трижды поклоняются в направлении каждого сторожевого животного зодиака, затем касаются Lucky Stone или удачного камня. Практики, связанные с удачным углом, уходят корнями в древнюю мьянманскую традицию, что выполнение этих ритуалов может принести благословение, удачу и защиту от бед. Цветы для того, чтобы запах был вкусный, омовение, чтобы было все чисто. Огонь для света, да, чтобы, ну, для частичного для просветления, да, чтобы видеть. Вот уголок понедельника. Тайгер. Вот, это, собственно, тигр здесь у нас. Как, наверное, это тотемное животное. Вот, и такой же, собственно, механизм цветов, воды. Они 5 раз набирают воду и делают, собственно, омовение. И потом в колокольчик бьет.
သည်ဘဒုံမှာရွှေကြပန်းလိုလန်းဆန်းပါစေဘေးမငါအေးချမ်းကြပါစေယနေ့ဒါနာပြုကြသူတွေစိတ်ရောကိုယ်ရောချမ်းသာပါစေဘဒုံမှာရွှေကြပန်းလိုလန်းဆန်းပါစေဘေးမငါအေးချမ်းကြပါစေဣတိမတသုတိမနောဝိနဝိနောသာတိနောမောရမနာဘိကမောဘိကုဏသမိတေဝိနာဝိသမိတပိစ္ဆတတကနန္ဒတဝဏိနောဣတိမတောသုတိမနောဝိနဝိနောသာတိနောမောရမနာဘိကမောဘိကုဏသမိတေဝိနာဂုံမီရောရသကိကောဝိပုဒ္ဒတနိဝေဒနာပိယောနန္တတတသံခဏပရိဒုပါတိဂုံမီရောရသကိကောတောဘာဂသမိတေဝိနာပုရိမိစ္ဆတိသာရသတထတထာရတောပတ္တတိကာနာပါဏာအဓိပတိမဟာရဇယတတိသောဗုဒ္ဓပိတ္တဘာဝနာနမမပလိုက်တိမတောသုတိမနောဝိနဝိနောသာတိနောမောရမနာဘိကမောဘိကုဏသမိတေဝိနာတကိနိသတိသာရသဝိရုဒ္ဓပတ္တတိဂုံမာဒါနာအဓိပတိမဟာရဇယတတိသောဗုဒ္ဓပိတ္တဘာ Я вышел с пагоды, и где можно еще вот такое вот понаблюдать? Вообще просто... Такое состояние сейчас у меня, как будто я вышел к себе во двор. На следующее утро на автобусе я отправился в Мандалай, в центр Паука. Я точно не знал, попаду в центр или нет, так как после онлайн-отправки анкеты еще с Индонезии мне никто не ответил. Но я все равно решил прилететь и попасть в центр. Я подумал, что если центр закрыт или меня не примут, то я все равно найду другой центр. Ближе к вечеру мы прибыли в Мандалай, и на рикше в ночь на свой день рождения я двинулся в центр. Будь что будет, думаю. Мы ехали по каким-то бездорожным окольным путям, и в итоге, как нам сообщил один человечек, в связи с напряженной военной обстановкой в стране, оказалось, что центр просто был закрыт. Я не знал даже, когда летел, что у них там после 10 все прикрываются и все по домам разбегаются. Так вот и центр из-за этого положения в стране был закрыт. Так как у меня не получилось показать вам бирманский монастырь, до которого я доехал, я решил вам показать немного кадров из лесного монастыря Паука, в котором мне довелось побывать в 2019 году. Ссылку на полное видео я оставлю в описании. Спустя пару часов я нашел
новый центр по випассане, только уже в Таиланде. Купил билет и вуаля, на следующий день welcome to Chiang Mai. Еще через день я добрался до центра. Центр по имени Wat Chom Tong. Это как раз випассана по традиции Махаси Сайдава. Я никогда не сталкивался с этой традицией. Все предыдущие ретриты, которые я проходил, это были по гуэнке или по пауку. Таким образом, первым делом, когда я только попал в центр, мне дали белую одежду, выделили комнату, дали таймер и показали, как практиковать осознанные поклоны. Для меня это было немного дико, потому что я вообще не поклонялся никогда никому и не понимал, зачем это делать вообще. Там я провел 3 дня. Так как в этом центре практиковали сатипатану, это вот как раз осознанные поклоны, также там практиковали осознанную ходьбу и в целом движение и позы тела. И еще там практиковали сидячую медитацию и дыхание на животе. Я считаю, что данные практики очень даже подходят для начинающих, так как очень замедляют, и осознавая процессы движения своего тела при ходьбе или просто при осознанном наблюдении за телом, постепенно как раз приходит это вот понимание, как работает ум с его отвлечениями, и таким образом прокачивается осознанность. Я помню, после нескольких курсов по гуанке мне довелось пройти как раз сатипатану, тоже 10-дневную, но тогда она мне казалась очень серьезной практикой, потому что до нее я очень плотно и усердно на протяжении 2-3 лет практиковал сидячую медитацию как раз. А как раз вот в этом центре, где я пребывал 3 дня, первостепенным фокусом являлась осознанная ходьба, осознанность своего тела. Сатипатана. А мне очень хотелось углубиться снова в себя, закрыть глаза и успокоиться. Мне нужно было уединиться. Как на випассане, как раз по гуэнке, мне хотелось тишины и покоя, которые просто всегда нарушались ассистентами в этом центре. Они просто могли постучать любое время в кути и спросить, как проходит практика и так далее. То есть возникали отвлечения, и с одной стороны, как раз вот для начинающих это идеальный формат, так как ассистенты всегда поддержат, и к ним можно обращаться, к ним даже нужно обращаться. В некоторые дни я просто приходил и консультировался, мне показывали, как делать поклоны, мы общались, разбирали. Но мне хватило 3 дня. Мне просто неинтересно было, мне нужно было углубиться, успокоить свой ум, потому что он очень беспокойный был. А с беспокойным умом в принципе невозможно ничего практиковать. С спокойным умом в принципе невозможно ничего практиковать. К тому же очень интересный момент с едой. В первый день с утра просто давали рис с водой разбавленный и тонко натертым сырым имбирем. И поэтому они разрешают ходить на ближайший рынок, покупать себе еду.
чем я и воспользовался. Я потом каждое утро и в обед ходил просто на рынок, покупал себе еду. Я очень благодарен на самом деле ребятам, там русские ребята как раз мониторили, да, ассистенты, показывали, как поклоняться, мне рассказали, зачем поклоняться, кому поклоняться. Вот, и в итоге я освоил осознанные поклоны. Собственно, поклоняются Будде, поклоняются Санхе и поклоняются Даме, да, то есть поклоняются Будде за его учения, да, за то, что он передал эти учения нам. Поклоняются Санхе, это вот общине всей, за то, что, в принципе, она есть как поддержка, и поклоняются Дхамме, собственно, правде, законам мировоздания, законам природы, универсальным принципам и этике, морали. Так, я коротко расскажу про 4 основы осознанности. Первое — это созерцание тела. Второе — это созерцание чувств. Третье — это созерцание ума. И четвертое — это созерцание умственных процессов и качеств. Итак, основа осознанности — созерцание тела. Это осознанное созерцание тела или рупакханха, совокупность тела или физической формы. То есть созерцание всех движений, поз и частей тела. В основном как раз вот в этом центре этим и занимались. Далее второе — это основа осознанности созерцания чувств. Осознанное отслеживание чувств или веданадханха, совокупность чувств. То есть созерцание приятных и неприятных или нейтральных чувств. Это как раз уже более глубокая практика, которая требует много усердия, времени. Третье — это основа осознанности созерцания ума. Это осознанное созерцание ума виньяна-кханха, совокупность сознания, то есть созерцание ума и состояние сознания. То есть еще более продвинутая, углубленная практика. И четвертое — это основа осознанности созерцания умственных процессов и качеств. Это осознанное созерцание умственных процессов и качеств или санья-кханха, совокупность памяти и восприятия. Так вот, в данном центре мы практиковали как раз сатипатану осознанности созерцания тела. И здесь я как раз разберу, что такое созерцание тела. Это практика осознанного созерцания различных состояний, которые появляются через тело или рупу кханху. Да, это на пали называется рупа кханху. Физическую присваиваемую совокупность. Созерцание тела включает направление внимания на наблюдение и ментальное отслеживание или осознание движения стоп во время осознанной медитации, ходьбы. К примеру, правая идет так, левая идет так. Человек созерцает движение в каждом шаге в тот момент, когда он осуществляется. Созерцание тела также включает осознанное отслеживание естественных движений живота при обычном дыхании во время сидячей медитации. Человек становится осознанно осведомлен и отмечает каждое движение живота по мере его возникновения. Подъем, падение, подъем, падение. Созерцание тела включает созерцание главных и второстепенных движений и поз, которые включают в себя все функции тела и его деятельность. Человек осознанно созерцает и умственно отслеживает главные положения тела. Стоит, идет, сидит и лежит. И второстепенные, такие как сгибается, вытягивается, поворачивается, поднимается, отпускается и так далее. При правильной медитационной практике практикующий сначала делает упражнение «Осознанный поклон», медленно двигаясь и внимательно отмечая, осознавая движение рук и тела.
Покажу вам, как делаются осознанные поклоны. Для начала начните с положения сидя на коленях, если это возможно. Положите руку на бедра, ладонями вниз. Правая ладонь на правом бедре, левая ладонь на левом бедре. Пальцы рук соедините вместе и проследите, чтобы плечи были выпрямлены, но при этом расслаблены. В Таиланде традиционно мужчины сидят на пятках, опираясь на пол согнутыми носками, а женщины сидят со ступнями, развернутыми назад, подсовывая их под ягодицы. Однако, если нет возможности сидеть таким образом, то подойдет любое положение. При необходимости можно использовать стул или подушку. Полный ролик вы найдете по ссылке в описании. И также в описании вы найдете ссылку на видео на медитацию осознанной ходьбы. Решил остаться еще пару дней в этом маленьком городке, около как раз монастыря, где я пробыл 3 дня, где медитировал по технике медитации Випассана Саидава, да. Вот. И интересное очень место. Сейчас вот утречка вышел со своим имбирным Старбаксом, заварил имбиря. Интересные постройки здесь, вот в таком вот стиле пригородном, вообще тайском. Я вот первый раз это замечаю в Тае. Ну, путешествовал, помню, еще в 2014 где-то. Тоже видел где-то такие постройки, но это вообще не Бангкок стайл, там не Капанган, а вот такие вот прикольные, вообще деревянные постройки. Вон там. И я, собственно, в одной из таких построек сейчас живу. Очень прикольно. Я сегодня поспал, просто замечательно. Помедитировал. Сейчас пойду фруктиков всем куплю. Собственно, остановился я в таком месте потрясающем. Тоже вот формат вот этот вот тайской original Thai. Я первый раз сталкиваюсь с такими здесь помещениями, то есть все такое деревянное. И вот то, что это вот около Чангмая место, где я сейчас нахожусь. И просто тоже какая-то маленькая моя мечта, наверное. Такой вот есть тут оттенок Японии, ну если не считать, не брать во внимание эту сетку и вот это вот все. Вот, но такое вот аскетичное место. Мне прям супер здесь комфортно. Я очень хорошо здесь сплю. Здесь достаточно света. По утрам здесь свежо. Вот. Просто когда-то, наверное, в своей жизни я хотел попасть в такие места, где-то в Тае, реально. В оригинал. Без туристов. Здесь вообще не вижу никого белого. Ну, белого относительно туриста, типа. В таком состоянии пребываю сейчас супер свободном. Продвижение. Это такое ощущение, которое у меня было, наверное, когда вот я путешествовал в Индии, там, его тему. И
ощущу вот эту свободу всю. Поэтому я на самом деле для себя сейчас понял свои новые ценности. Снова, на самом деле, обновил их. Это быть свободным. Это не привязываться к месту, это не привязываться к людям, это не привязываться вообще ни к чему. У меня стихия моя, это воздух. Я вот как никогда сейчас это осознаю. Когда есть ветер, потому что ветер, он быстрый, он проходит очень быстро. Вот, и это для меня прям самым сейчас важным стало в жизни. Я понимаю, что без движения я отдыхаю. Вот, поэтому мне сейчас предстоит приехать в Чангмай. Я хочу там побыть пару дней, потом Бангкок, и потом снова Индонезия. Это будет Батам. А я там никогда не был. Я хочу наконец-то попасть уже помедитировать. Нормально. Уже 100 лет я не был в Чангмае. Где-то с 2014 года. На самом деле мало чего поменялось тут. Больше туристов, больше алкоголя. А так-то все по-прежнему. Ну что же, в этом путешествии на самом деле я осознал, что снова я как будто проснулся, ну я сейчас даже вот спал, да, и я проснулся, и ну вот после вот этих вот где-то 2 недель, уже прошли где-то 2 недели, я в дороге, в поиске на самом деле монастыря по Випассане, и вот эта дорога до центров, и когда я даже на Випассану записывался, она всегда была для меня какой-то типа необычной. То есть я когда записывался на Випассану по гонке даже, и вот я ехал, я добирался до нее за пару дней, ну там как норма, да, типа там за пару дней там я выезжал. А вот сейчас вот этот вот решительный момент, когда я поставил себе цель, что я хочу попасть в центр Паука, помедитировать там пару недель. Оно у меня продолжается 2 недели, уже я не ожидал такого. Вот, и за это время как будто какие-то учителя сверху мне показывают что-то. И на самом деле это что-то, это вот за это время, да, как будто я снова ощутил, что это все игра, в которую мы играем. И я в этой игре маленький вообще персонажик. Что-то свыше есть, который играет в это все. И настолько здесь всего разнообразия, что прикольно играть. Вот в том секрет на самом деле этой игры. Здесь, на этой платформе. Может быть, она не такая быстрая, не такая, какой бы хотелось мне иногда. Поэтому, да, там ретриты и випассана. Но когда я занимаюсь йогой, когда у меня есть мои ретриты,
то она на самом деле преображается. Да, вот что я понимаю. Я уже давно не был на ретрите. Ну вот именно там, на паука ретрите. И я знаю, что после него будет нечто. Игра просто... Вот я и добрался до центра паука аж в Индонезии. Я сам не ожидал, что я сделаю такой круг, просто чтобы вернуться в Индонезию, на остров Батам, в этот прекрасный центр. Далее я не буду рассказывать все процессы, которые возникали за эти 15 дней, а просто посмотрите сами, и вы все поймете. So in this case, if you can concentrate well on the nimitta, then strong and powerful absorption may appear. If you can maintain this absorption more than 1 hour, 2 hour, 3 hour, that absorption stage is called jhana. You should maintain this concentration at least for 3 days. If you can concentrate successfully in every day, more than 1 hour, 2 hour, or 3 hour, successfully for 3 days, then at that time you can reflect your jhana patterns, or you should reflect. Please pay attention in the area of your heart. You may see bhavanga like continuum. That bhavanga is called mindo. What is bhavanga? In Gautara Nikaya Buddha taught, Pavasara Midam Bhikkhve Chaita. What is the meaning? Bhavanga mind state has the brilliant light. What is the meaning? Every consciousness which arises depending on heart base can produce, mind produce small particles. These small particles may be smaller than atom. We call these small particles as kalapa. In each small particle, if we analyze, there are at least 8 types of materiality. They are earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, and nutritive essence. Among these 8 types of materiality, color is very bright because of concentration,
jhana concentration. Jhana concentration is always concomitant with wisdom faculty. In this case, wisdom faculty means penetrating the Anapana Patibhaga Nimitta. When that concentration in wisdom faculty become power, they can produce numerous millions of small particles. In each small particle there is color. That color can produce strong and powerful light. That color become bright. One clubber's color and another clubber's color, when they combine together, this is become bright. In the same way, Bhuvenga consciousness also can produce strong many millions of small particles. Among these small particles, there is also color. That color also bright. That brightness is called Bhuvenga only, as a figuratively. So if you pay attention inside your heart, you can see this Bhuvenga. When you see Bhuvenga, then at the same time you may also able to see your Anapana Patibhaga Nimitta. When your Anapana Patibhaga Nimitta appear in your Bhuvenga, then you can discern 5 jhana patterns one by one. Applying thought, sustain thought, joy, bliss, and one-pointedness. You should discern one by one. If you can discern one by one, then please discern again 5 jhana patterns together. If you can discern 5 jhana patterns, if you can see 5 jhana patterns clearly, then we can say that you attain first jhana stage. Then if you want to continue, then you can go to second jhana, third jhana, and fourth jhana. When you reach fourth jhana stage, your breath would completely stop. Fourth jhana also can produce strong and powerful brilliant lights. Based on that light, depending on that light, if you discern 4 elements systematically, then you can see small particles. If you can see small particles, if you analyze the particles, in each small particle there are also 4 elements. If you can discern 4 elements in each small particle, this is the beginning stage of Vipassana. Then you should continue to discern the remaining materialities. After discerning materiality, then you should continue to discern ultimate mentality. After discerning ultimate materiality mentality, then you should discern their causes. Ultimate mentality, materiality, and their causes are called formations. If you can discern these formations internally and externally, as well as past, present, and future, then you should comprehend these formations as nature, dukkha, or anatta. Nature is as soon as they arise, they pass away, so they are nature. They are always oppressed by rising and falling, so they are suffering, dukkha. There is no permanent self in these formations, so they are anatta, non-self. If you can comprehend in this way, this comprehension, that contemplative knowledge is called Vipassana. If you practice Vipassana systematically, when your Vipassana insight becomes mature, you may realize Nibbana. Ultimate materiality and ultimate mentality are called the noble truth of suffering. Their causes are called the origin of suffering. Nibbana is the noble truth of the cessation of suffering. A noble path which is associated with path knowledge which realizes Nibbana is called the Noble Eightfold Path. So,
Altogether, they are Four Noble Truths. If you practice in this way systematically, then you may also realize Four Noble Truths and you may realize Nibbana. May you realize Nibbana as soon as possible. Take some questions, Bobby. Yes, yes. We have time for questions. Does anybody have some questions? May I ask? Can one do Vipassana while they're in jhana? It is impossible. Impossible means, for example, now you are practicing Anapana. Anapana jhana's object is here, counterpart side, Anapana Pratibhaga Nimitta. If you can concentrate well on that Anapana Pratibhaga Nimitta, then Anapana jhana absorption can occur. So Anapana jhana's object is Anapana Pratibhaga Nimitta only. If you shift to other object, this is not jhana. Imagine from jhana, you can discern ultimate mentality, you can discern ultimate materiality, you can discern their causes. This ultimate mentality, ultimate materiality and their causes are the object of Vipassana. So if you want to do Vipassana, then you must comprehend this ultimate mentality, ultimate materiality and their causes as nature, dukkha, anatta. So object is different. So when you are entering jhana, at that time you cannot comprehend these formations as nature, dukkha, anatta. If you want to do Vipassana, then you must emerge from jhana. Imagine from jhana, then you must discern ultimate mentality, materiality and their causes, and then you can comprehend them as nature, dukkha, anatta. So what are the benefits? You just described how one can use jhanas to strengthen their Vipassana. What are some of the benefits of doing that? Especially jhana concentration can produce strong, powerful light. These lights are dependent on your concentration's quality. It may differ to each other. Some meditators' light is spread around maybe a little bit area only. But some meditators' concentration can produce strong, powerful lights very far away. With the assistance of that light, if you discern ultimate mentality, ultimate materiality and their causes, you can discern easily. But if there is no light, then you cannot see these small particles. For example, now please pay attention to your body. Can you see small particles? Can you see? Now. Please pay attention to your body. Do you see particles? You cannot see. Why? There is no enough light. The light of wisdom is necessary when you are practicing samatha and vipassana. If there is no light, then you cannot see these small particles. If you cannot see these small particles, then you cannot analyze these small particles. If you cannot analyze these small particles, then you cannot see ultimate materiality. If you cannot see ultimate materiality, you cannot practice vipassana well. Because the object of vipassana is ultimate materiality and ultimate mentality and their causes. Ultimate materiality and mentality are the noble truth of suffering, dukkha, sacca. Their causes are the origin of suffering, samudaya, sacca. These two dhammas or formations are the object of vipassana. If you have no enough light, then you cannot discern their causes. Especially the causes of ultimate materiality and mentality are past causes only, not present causes. Present causes cannot produce present five aggregates or ultimate mentality, materiality. Previous causes
especially wholesome karmas which you had accumulated in previous life, can produce your 5 aggregates now. So because of this reason, you must, when you are discerning this wholesome karma, if you have no enough light, that light is called the light of wisdom. If you have no enough the light of wisdom, then you cannot discern their causes, especially wholesome karma. That wholesome karma is especially based on ignorance, craving, and clinging. Ignorance means you may have accumulated some type of wholesome karma, such as donation, performing generosity. We call this is wholesome karma. When you perform generosity, you may have the desire to become man or woman in future life. According to Buddha's Abhidhamma Buddha's teaching, if you can discern 4 elements meditation systematically inside your body, then you can see just only small particles. If you can analyze these small particles, you can see ultimate materiality. And then if you can discern ultimate mentality, there are only ultimate materiality and mentality. These ultimate materiality and mentality, as soon as they arise, they pass away. They are impermanent. There is no man, there is no woman according to ultimate reality. Only mentality and materiality, mind and matter only. They are impermanent. So, if you know this is man or this is woman, this is delusion, ignorance. We call this is avijja. Based on ignorance, you have attachment to man life or woman's life. This is craving. Repeated craving is called clinging. Based on this ignorance, craving, clinging, and you perform generosity. This is wholesome karma. But this wholesome karma, as soon as they arise, they pass away. When they pass away, they left behind the force of karma which can produce 5 aggregates in your conception stage, in mother's womb, in the beginning of rebirth linking consciousness moment. So, when you are discerning these causes, if you have no enough light, then you cannot penetrate these causes. You cannot see clearly. So because of this reason, Buddha taught in Sicca Sanyutta, because please develop concentration. Having adequate concentration, you will see the Dhammas as they really are. What Dhammas they will see? They will see the noble truth of the suffering, the noble truth of the origin of suffering, the noble truth of the cessation of suffering, the noble truth of the path leading to the cessation of suffering. So, if you have enough concentration, that concentration can produce strong, powerful light. With the assistance of that light of wisdom, if you try to know 4 noble truths, you can easily understand.